Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поделиться планом для самообучения. Вот когда вы просто подумали о том, что вам что-то нравится, и вы хотите самостоятельно с этим разобраться. Неважно, что это будет навык, наука, сфера и так далее. Просто оно вам понравилось, и вы хотите в этом разобраться. Но план будет очень общий, потому что науки разные, сферы разные и так далее. Но все-таки очень часто, когда мы становимся на путь самообучения, это кажется нам зыбучими песками, потому что чем дальше мы заходим, тем больше нас затягивает, ничего не понятно, ничего не видно, становится плохо дышать. Но когда у нас есть план, его легче придерживаться, это какая-то более-менее стабильная почва под ногами, и я хочу ею поделиться. Первое, с чего я хочу начать, это определиться конкретно, что вам хочется изучать. Сфера, деятельность, наука, навык, направление. То есть нужно все-таки понять, что конкретно вам нравится, потому что когда у нас возникает какое-то желание, значит, мы что-то увидели, что-то услышали, где-то что-то прочитали. То есть это что-то такое достаточно абстрактное. Вам нужно очень конкретно погрузиться в это. В этом вам поможет Википедия. Вы можете просто почитать про разные науки, про разные сферы, чем они занимаются, чем они отличаются. Очень часто внизу есть какой-то список литературы, обязательно туда загляните. Почитайте классические учебники, что там пишут, какие там сферы рассматривают, какие там темы рассматривают, что затрагивает, что не затрагивает и так далее. Посмотрите какие-нибудь общие вводные лекции по разным темам, по разным наукам и так далее. То есть вы должны прям точно ударять в ту цель, которую вы хотите. Для этого нужно вообще понять, что вам нравится, какая наука чем занимается, какой навык за что отвечает, что вам вообще нравится, что вам нужно. Но при этом не забывайте, что, во-первых, всегда можно поменять направление, даже если вы очень точно определили, но в какой-то момент понимаете, что это немножечко не то, что вы хотели, вы всегда можете поменять. Плюс всегда во всех направлениях, во всех сферах есть очень узкие какие-то моменты, очень узкие направления, в которые вы можете впоследствии уйти, то есть более какое-то персонализированное, то, что вам нравится, это всегда есть, тоже вы можете со временем туда идти, и ничего страшного, конечно же, в этом не будет. Далее мы определяем базу и все, что нам необходимо для обучения, потому что каждая наука, каждая сфера, каждый навык имеет какие-то базовые знания. Без них никуда. Даже если вам нужно какое-то отдельное, очень специфическое направление, которое совершенно вам кажется, что оно оторвано от базовых знаний, все равно оно построилось на этой самой базе. Вам нужно изучить для того, чтобы лучше понимать, для того, чтобы лучше разбираться и так далее. То есть все-таки базовые знания, они необходимы, вам нужно понять, что вам нужно конкретно. Не обязательно туда прям нырять очень сильно, конкретно и там долго плавать, но все-таки ознакомиться стоит. Это просто нужно отдельно прям продумать этот вариант. А далее мы все-таки находим лекции, учебники, платформы, преподавателей для того, чтобы развивать именно тот навык, те знания, которые нам хочется. Это можно делать только за счет бесконечного поиска, чтения, отзывов и так далее. То есть учебники ищутся за счет того, что вы можете найти какие-нибудь рекомендации. Очень хорошо, если вы найдете несколько рекомендаций от преподавателей или от университетов, и какой-то учебник из раза в раз повторяется, то, скорее всего, он какой-то либо очень классический, либо какой-то очень базовый, либо очень хороший. Скорее всего, вам нужно обратить на него внимание. То же самое с лекциями. Нужно почитать, посмотреть сначала, что есть открыто в интернете, то есть в там, бесплатном доступе, какие есть лекции, какие есть на каких платформах и так далее, и потом только искать какие-то платные лекции. То есть я всегда за то, чтобы изучить все возможные бесплатные материалы, а потом только искать платные. Соответственно, со временем вы как бы наберете эту необходимую базу, которая вам нужна. И еще один советик по поводу учебников, лекций, всей вот этой вот учебной информации, которую вы получаете. Всегда есть источник гораздо проще объясняющий. То есть всегда есть учебник, который проще объясняет. Всегда есть лекции и лекторы, которые проще объясняют. Нужно просто поискать. И далее мы составляем учебный план. У меня было несколько видео на эту тему, я не буду повторяться, потому что это очень объемная тема, просто перейдите по подсказке. Но я хочу какие-то основные моменты все-таки здесь озвучить. Во-первых, нужно максимальное разнообразие. То, что мы аудиалы, визуалы и все такое, не нашло никаких подтверждений, это была какая-то огромная ошибка, которую очень сильно растиражировали. Это все не имеет под собой никакого обоснования. Наш мозг любит разнообразие, ему нужно подавать информацию и чтением, и звуком, и письмом, и чем угодно. То есть чем больше вы встретите информацию в разных источниках, тем лучше вы ее запомните, тем
многограннее она запомнится, тем больше подробностей, информации останется в вашей голове. Соответственно, когда вы собираете свой учебный план, старайтесь, чтобы информация, которую вот вы изучаете, она была и в лекции, и чтобы вы ее прочитали, чтобы вы с ней потом повзаимодействовали к практическому применению, тестированию или еще что-то. То есть максимальное разнообразие максимально приветствуется. Следующий момент, который я не упомянула в своих видео предыдущих, это то, что нужно обязательно устанавливать себе дедлайны, промежуточные или какие-то большие, потому что дело занимает именно столько времени, сколько вы на него отведете, и если вы вообще никак не установите себе никакие рамки, то это будет бесконечно длиться, это будет бесконечный какой-то растянутый процесс. А еще хочу немножечко по поводу дедлайнов добавить один момент, что вначале все будет очень тяжело и долго. Это нормально. Особенно если вы вообще не занимались этой сферой, этой наукой, то есть это что-то максимально далекое от вас. Соответственно, вашему мозгу нужно будет создать абсолютно новую нейронную сеть. Это очень долгий, кропотливый и тяжелый процесс, который затрачивает у вас очень много энергии в мозге. Соответственно, вы будете уставать, вы не будете понимать. То есть понимание будет приходить гораздо дольше, чем впоследствии, потому что у вас уже будет сформированная система, вы будете легко на нее опираться, и понятия, какие-то темы будут легко пониматься, запоминаться и так далее. Но вначале все будет очень-очень тяжело и долго. Еще обязательно необходимо продумывать практическое применение. То есть вам нужно применять свои знания. То есть знания без применения и навыки, которые вы изучаете, тоже без применения, это бессмысленная трата времени, потому что это будут просто какие-то теоретические знания, которые, скорее всего, без вот этого самого подкрепления со временем улетучатся. То есть вам нужно использовать свои знания. Но это не говорит о том, что нужно куда-то идти работать специально или что-то делать. Нет, это может быть очень такое учебное применение. То есть вы можете создавать проекты чисто для себя, вы можете сочинять какие-то теоремы, поэмы, все что угодно. То есть каждый навык имеет какое-то свое практическое применение, нужно просто немножко проявить фантазию для того, чтобы проверять себя. То есть за счет того, что особенно вы учитесь самостоятельно, то есть у вас нету сверху преподавателя, который бы руководил вами, который бы рассказывал, что вы сделали так или не так. И вот на практике все вылезет. То, что вы выучили, то, что вы не выучили, то, что вы проработали или не проработали. Это идеальная площадка для того, чтобы себя проверять, получать обратную связь. Ну и также, конечно же, обязательные проверочные работы, тестирование, самотестирование, все что угодно. Это должна быть ваша повседневность. Это должно быть то, что встроено в ваше обучение по умолчанию. То есть вы постоянно должны себя проверять. Повторюсь, это в принципе хорошо, но особенно если вы учитесь самостоятельно, вам нужно постоянно получать непредвзятую обратную связь, то есть объективную, которая вам точно скажет, где вы, что вы, на каком вы этапе, хорошо ли вы усвоили материал, для того, чтобы держать руку на пульсе, для того, чтобы понимать ваш объем знаний, насколько он закреплен, насколько он объемен и так далее. Конечно же, про учебный план я могу говорить бесконечно, но все-таки перейдем дальше. В наше обучение в целом мы обязательно должны еще закладывать вознаграждение, потому что как только вы начнете заниматься какой-то наукой, каким-то навыком, еще чем-то, то есть то, что вам так сильно понравилось, как только вы начнете погружаться в него более так детально, то есть начнете прорабатывать учебный план, у вас появятся учебники, вот это самое ощущение легкости и, знаете, такого ажиотажа, оно немножечко пропадет. Это нормально, потому что, в принципе, процесс обучения — это не самый приятный процесс для нашего мозга. Он, конечно, любит узнавать какие-то новые вещи, но вот прям сидеть и учиться ему не особо хочется. И ученые нам говорят о том, что процесс обучения — это дискомфорт для нас, то есть для нашего мозга, он воспринимается так. Соответственно, если вам что-то очень сильно нравится, на это накладывается такой дискомфортик, и вам не так сильно нравится этим всем заниматься. Хотя все-таки общий какой-то восторг, общее получение удовольствия, оно останется. Но все-таки для того, чтобы продолжать, для того, чтобы не забрасывать это все дело, для того, чтобы все-таки дойти до конца, сдать там какое-то общее тестирование или получить какой-нибудь сертификат, который вы хотите и так далее, вам нужны конкретные вознаграждения, что вот я пройду там это тестирование на 98 баллов, и я тогда что-то вот такое сделаю. Это нужно прям конкретно планировать, чтобы когда вы садились работать, вы понимали, что за это вы что-то получите хорошее. Следующий пункт, на самом деле, очень многие забывают. Это встраивание этого самого обучения в ваш привычный график. То есть то, как вы живете, там, работаете, может быть, вы официально учитесь, занимаетесь своими делами и так далее. То есть нужно четко определить, когда вы будете этим заниматься, сколько вы будете этим заниматься, где вы будете
этим заниматься, как вы будете это делать, где будут ваши учебники, где будут ваши лекции, а вы сможете их прослушать, а вам нужны наушники, а вам еще что-то нужно. Вам нужно прям четко проработать все эти технические и как бы такие организационные моменты и понимать, что вот сегодня, завтра, послезавтра я учусь с такого-то времени по такое-то время, там, например, дома. Если вы в себе все красивенько запланируете, сделаете учебный план, но никак не привяжете его к своей жизни, вы так и не начнете, потому что то, что не запланировано, то не выполняется. И последний пункт как раз-таки по поводу планирования. Начинаем действовать по своему плану и не ждем мотивации. Потому что, повторюсь, обучение — это легкий дискомфорт. Нам не очень хочется этим заниматься. Хотя это очень интересно, вы потом впоследствии втягиваетесь в процесс, скорее всего, вы там знаете что-то новое и так далее. Но начать конкретно, сесть и начать очень сложно. Поэтому я призываю вас просто действовать по плану, вот как вы себе все это красиво расписали, садимся и работаем. И не ждем мотивации, не ждем вдохновения, потому что это очень эфемерное что-то, что может прийти, а может не прийти, а может быть не захочется, может быть захочется. Действуем по плану, и тогда все будет хорошо. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам этот план поможет, немножечко придаст уверенности в ваших силах. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.